Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами продолжим делать сумку Адалин. Свяжем основу, я покажу вам, как вязать узор ратанг обратными рядами. У меня уже есть на канале видео о том, как вязать такой узор обратными рядами. Если что, я оставлю ссылку в описании. Возможно, вам где-то будет что-то непонятно, вы можете посмотреть это там, и там получится понятнее. То есть, в принципе, вяжется этот узор очень просто. Для вязания я использовала трикотажную пряжу Бисквит от сайта Пряжа Центр. Ссылку и промокод на скидку я обязательно оставлю вам в закрепленном комментарии. Ушел у меня всего один моток, даже осталось. Так что, в принципе, сумка не затратная в этом плане. Также заготовки для боковой части сумки тоже использовала с того же сайта. Поискать вы их можете в разделе «Фурнитуры для сумок», «Эко-кожа» и так далее. В принципе, их можно сделать и вязаные, то есть здесь все только от вашей фантазии зависит. Можно выбрать деревянные. В общем, есть куча вариантов, решать это все только вам. Также для вязания нам понадобится 2 крючка, один меньшим размером, чтобы привязать наше полотно к боковым деталям. И крючок номер 6 или 7 для вязания основного полотна, то есть самого рисунка. Крючок может быть двухсторонний, может быть обычный, то есть здесь решать только вам, что у вас есть, тем и вяжите. Чем удобно, тем и вяжите. Это, в принципе, все, что я хотела сказать. Если у вас останутся какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Всем помогу, всем отвечу. А теперь пойдем вязать. Находим начало нити. Разматываем в эту сторону, то есть в сторону намотки, чтобы у нас нить не перекручивалась. Это, конечно, не панацея, но ничего лучше мы сделать не можем. Слегка подтягиваем нашу ниточку, чтобы она не была такой прям мягкой. Берем крючок и набираем 15 воздушных петель. Хвостик нашей рабочий подкладываем под рабочую нить, формируем вот такую вот петельку, вставляем крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, но сильно не затягиваем. Это наша самая первая петля. Далее захватываем рабочую нить, протягиваем через петлю на крючке. И у нас получилось уже 2 воздушные петли. Далее захватываем нить, 3-я воздушная петля, 4-я, 14 и 15. Вот что у нас с вами должно будет получиться. 15 воздушных петель. Далее разворачиваем наше вязание вот таким вот образом, то есть низом косички. Вот с этой стороны у нас есть вот такие вот перемычки, они есть у каждой воздушной петли, если мы повернем ее в эту сторону. Теперь кладем рабочую нить всегда изнаночной стороной кверху. Таким образом наши петли будут выходить к нам лицевой стороной, и будет все это очень красиво смотреться. Теперь смотрите, вязать мы будем за вот эти вот перемычки. Первую мы пропускаем и во вторую вставляем крючок. Осторожно, вот таким вот образом захватываем нить, вытягиваем петлю на одном уровне с вот этой вот петелькой нашей на крючке. Достаем крючок, вставляем его с этой стороны, придерживаем и протягиваем вот эту петельку через петлю, которую мы вытянули. Далее делаем воздушную петлю. Вот так. В самом начале у нас все криво-косо будет, не переживайте, это потом все встанет на место. Далее продолжаем вязать. Следующая перемычка, вот она, смотрите, развернули вязание, вот она следующая перемычка. Заводим крючок под нее, захватываем нить, вытягиваем петельку, поправляем ее, если нужно, чтобы у нас все петли были ровные. Вытянули на одном уровне с петлей на крючке, достаем крючок, вставляем с этой стороны, придерживаем петельку и протягиваем ее через наш вытянутый столбик. Далее делаем воздушную петлю. И вот смотрите, у нас уже с вами 2 столбика. Пока они никак не закреплены, ничем не держатся, поэтому съезжают в эту сторону, не переживайте, все потом поправим и все будет ровно. Далее находим следующую перемычку, заводим крючок под нее, захватываем нить, вытягиваем, достаем крючок, вставляем с обратной стороны. И вот эту воздушную петлю протягиваем через столбик, который мы с вами вытянули. Далее снова делаем воздушную петлю. То есть между каждым вот этим вот столбиком у нас с вами должна быть воздушная петля, иначе рисунок не получится. Далее
Проверяем. Не забывайте проверять, чтобы нить была изнаночной стороной. И посмотрите, лицевой стороной наши столбики будут выходить к нам. Снова следующая перемычка. Захватываем нить, вытянули, достали крючок, вставили с обратной стороны, воздушную петлю через петлю, которую мы вытянули после того, и воздушная петля. Вот так выглядит наш первый ряд рисунка. Таким образом мы провязываем с вами до конца ряда. У вас должно получиться 14 вот таких вот столбиков. Сейчас у нас 4, осталось еще 10. Вот смотрите, я довязала до конца ряда, у меня получилось 13 столбиков, и теперь остался последний в нашу петлю, которую мы с вами сформировали в самом начале. Заводим крючок, видите, вот за вот эту вот петельку, вот она. Осторожно. Стараемся вытянуть петли ровно, сразу лицевой стороной. Протянули. Воздушная петля. И вот так выглядит наш первый ряд. Наши вот эти столбики пока никак не закреплены, поэтому немного будут болтаться. Дальше мы с вами продолжаем вязать второй ряд. Не разворачивая вязание, мы с вами делаем воздушную петлю подъема. И вязать теперь будем в обратную сторону. То есть вот таким вот образом. То есть мы вставляем крючок сейчас между вот этими двумя столбиками. Таким образом, чтобы с изнаночной стороны, с обратной, выйти вот в такую вот галочку. Вот они, видите? Раз, два, три. Между вот этими вот петельками нам нужно будет выйти с вами. Далее захватываем нить, вытягиваем петлю, поправляем ее. В обратную сторону вязать немного сложнее. Вставляем крючок вот таким вот образом. И теперь вот эту воздушную петлю мы протягиваем через наш столбик. Далее все это дело хорошенько придерживаем и делаем воздушную петлю. Точно так же, как и в предыдущем ряду. Вот что у нас получилось. Далее вставляем крючок между следующими двумя столбиками. Вот сюда, в серединку. С обратной стороны проверяем, чтобы выйти вот здесь, вот в этом месте, между нашими петельками. Захватываем, вытягиваем, достаем крючок, вставляем сначала в петлю, которую мы вытянули, далее воздушная петля. Протягиваем воздушную петлю через петлю, которую мы вытянули, и делаем воздушную петлю для продолжения ряда. Вот у нас уже высвечивается такой более-меньший рисунок. Далее у нас следующие два столбика, между ними мы заводим крючок. Вот таким вот образом. С обратной стороны проверяем. Захватываем нить, вытягиваем. Достаем крючок, вставляем сначала в эту петлю, а потом воздушную. Протягиваем воздушную через столбик и делаем воздушную петлю для продолжения ряда. Поправляем столбики. Поправлять их лучше сразу, чтобы они были ровными. Далее следующие два столбика, между ними снова вставляем крючок. С обратной стороны еще раз проверяем. Захватываем нить, вытягиваем петельку, достаем крючок, вставляем сюда, потом сюда, протянули. И воздушная петля. Поправляем. Вот так выглядит наш второй ряд. Таким образом довязываем до конца ряда. Точно так же у вас должно получиться 14 столбиков. Итак, смотрите, я довязала до конца ряда, у меня получилось 13 столбиков, остался один последний 14 столбик. Итак, смотрите, куда мы вяжем с вами последний столбик. Если мы повернем вязание вот таким вот образом, у нас есть вот эта вот 15-я воздушная петля, которую мы набирали в самом начале, нам нужно вставить крючок за нее. Видите, вот в самом начале у нас есть вот такая петелька, мы вставляем крючок за нее. Придерживаем ниточку и осторожно вытягиваем. В самом начале немножко сложно будет это сделать, потому что эта петелька очень тугая. Потом будет проще, потом будем вставлять крючок уже в другое место. Далее продолжаем то же самое и воздушная петля. Вот так будет выглядеть наш второй ряд рисунка. Далее
Мы делаем воздушную петлю подъема и заводим крючок в это место, то есть между вот этими двумя столбиками, под вот эту вот воздушную петлю, которая у нас получается между каждым столбиком. Но таким образом, чтобы с обратной стороны выйти, опять же в этих галочках, вот они с обратной стороны, если вы вязали узор правильно, вот такие вот галочки, и нужно опять же выйти ровно посередине. Захватываем нить, вытягиваем следующую петельку. И давайте я вам сейчас сразу покажу, как вязать двусторонним крючком. Уже есть куча видео, так что, если что, можете посмотреть там, если будет сейчас непонятно. Вот мы с вами вытянули петлю, а теперь пропускаем крючок, и вот этим вторым крючком мы вытягиваем петельку вперед. Далее воздушная петля. И у нас получился тот же самый рисунок. Двухсторонним крючком вязать, конечно, гораздо проще, но не у всех он есть, не во всех магазинах он есть, поэтому в основном вяжут обычным крючком и вот таким способом. Дальше, смотрите, еще раз показываю. Между следующими двумя столбиками под воздушную петлю я вставляю крючок, с обратной стороны проверяю, где у меня он вышел, захватываю нить, вытягиваю петельку, и не убираю, как раньше, а пропускаю его вперед. И вот этим задним крючком я захватываю воздушную петлю и протягиваю через вот этот вот столбик. Воздушная петля для продолжения ряда. Дальше все поправляем, как обычно. Вот так вяжется наш простой рисунок. Подошли к концу ряда, и теперь смотрите. Вот здесь у нас сбоку есть вот эта воздушная петля, которая выходит после каждого столбика, и воздушная петля подъема, которая ушла в столбик следующего ряда. Мы вставляем крючок под нее, то есть в эту петельку. Вот таким вот образом. Вот она, видите, мы ее повернем. Вот такая вот петля. Вставляем крючок вот таким вот образом. Захватываем нить. Вытягиваем петельку, поправляем и провязываем последний столбик. Воздушная петля. Вот именно в эту петлю мы с вами будем вставлять крючок. Вот сюда. Видите, вот она. Далее делаем воздушную петлю подъема и вяжем в обратную сторону. Точно так же между столбиками заводим крючок, с обратной стороны проверяем. Проверяем нить, чтобы она у нас лицевой стороной лежала вниз, а изнаночной вверх. Захватываем, вытягиваем первый столбик. Осторожно поправляем и протягиваем нашу петлю через этот столбик. Воздушная петля. Вот что у нас получается. Далее следующий столбик. Также между столбиками с обратной стороны проверяем. Вытянули. И обратите внимание, что в обратную сторону двусторонним крючком работать не получается, потому что не очень удобно. Так что двусторонний крючок хорош только в одну сторону, в одно направление. Поправляем обязательно каждую петельку. Достаем крючок и провязываем следующий столбик. Вот как выглядит наш рисунок. Таким образом мы довязываем до конца ряда, делаем воздушную петлю, поднимаемся и вяжем столько рядов, сколько вам нужно. Ну, то есть все зависит от вашей сумки, от ваших заготовок. Если у вас такие же заготовки, как и у меня, вы вяжете столько рядов, сколько и я. Если вы вяжете немного другую сумку, да, с другими заготовками, или вы будете вязать отдельно эти заготовки, так что тут уже смотрите по своим размерам. Так, смотрите, я вернулась к началу ряда. У меня остался последний столбик, и с этой стороны, если первый мы провязали вот сюда, в самом начале, в нашу воздушную петлю, то последний столбик ряда мы вяжем вот в это соединение петелек. Вот сюда и вот сюда, которая уходит. То есть мы заводим крючок под них, вот таким вот образом. Видите, мы вставляем его в вершину вот этого предыдущего столбика. Вот так. То есть точно так же, как и с этой стороны. Заводим крючок за вот эти вот две петельки.
И вытягиваем наш последний столбик. Воздушная петля. Вот что у нас получилось. Далее воздушная петля подъема. И продолжаем вязать. Итак, смотрите, я провязала 37 рядов в высоту. Мне этого будет достаточно. Вы посмотрите по своей плотности вязания, так как она у всех разная, поэтому количество столбиков может слегка отличаться. То есть это может быть больше, там, допустим, на один ряд, либо меньше. Потому что, опять же, повторюсь, кто-то вяжет туго, кто-то слабо, поэтому количество столбиков может отличаться. Вы просто берете свою заготовку, прикладываете вот так с краю и замеряете на нужную нам высоту, провязываете, и все готово. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно спрятать вот эти вот некрасивые края. Мы делаем это таким образом. Сделали воздушную петлю, да, для продолжения ряда и продолжаем вязать уже, смотрите, вот с этой стороны у нас есть вот такие вот они, петельки. Первая, вот она, вторая петелька, вот она, третья петелька. Вот она, четвертая. И обратите внимание, что с этой стороны у нас по 2, а вот эта петля, она будет общая для обоих столбиков. То есть, смотрите, дальше мы соединительными столбиками заводим крючок за начало, получается, за первую петельку. И провязываем первый соединительный столбик. Вот так это будет выглядеть. Далее, смотрите, вводим крючок в следующую петельку с краю. Мы разворачиваем вязание вот таким вот образом. Обратите внимание, первый столбик у нас, вот эта вот крайняя задняя петелька, она будет идти 1 на 2 столбика. А спереди у нас есть 2 вот такие петли. Захватили нить, протянули через предыдущую петлю на крючке и получился второй соединительный столбик. Далее, следующая, вот она, их очень хорошо видно. Вытянули петлю и протянули через предыдущую петлю на крючке. Вот у нас уже третий соединительный столбик. Далее заводим крючок в следующую, вытягиваем, протягиваем. И вот у нас уже четвертый соединительный столбик. И таким образом нам нужно провязать соединительные столбики до конца ряда. Смотрите, довязала я до угла. И теперь что мы делаем дальше? Дальше у нас идет поворот. Вот она идет цепочка из воздушных петель, которую мы набирали с вами в самом начале и из которой начинали вывязывать наш рисунок. Мы заводим крючок в последнюю вот эту петельку, в последнюю вершину. Видите, вот сюда вставляем крючок, где наша вот эта вот самая первая воздушная петля. Захватываем нить и провязываем соединительный столбик. Далее разворачиваемся и начинаем вязать соединительные столбики вот здесь, вот между нашими столбиками, точно так же, как если бы мы продолжили с вами вязать рисунок. То есть я вставляю крючок между столбиком и провязываю соединительный. Далее, вот он у меня идет следующий столбик и провязываю еще один соединительный. Далее, вот следующие столбики, между ними вставляю крючок, захватываю нить и еще один соединительный. Вот такой поворот у меня получился. То же самое я повторяю до конца края. Вот до этого момента здесь поворачиваю и точно так же здесь те же самые петельки делаю соединительные столбики до этого края. После с этой стороны точно так же между столбиками делаю соединительные столбики до конца ряда, то есть до вот этого момента, до самого первого нашего соединительного столбика. Итак, смотрите, подошла я к концу ряда, довязала до этого момента, обрезала нить и теперь вытягиваю свой хвостик и закрываю ряд. Смотрите, каким образом. Вот она наша самая первая воздушная петля от соединительных столбиков. Заводим крючок под нее, захватываем наш хвостик и вытягиваем. Вот что у нас получается. Далее с обратной стороны заводим крючок, последнюю нашу воздушную петлю соединительных столбиков. Захватываем нить и вытягиваем на изнаночную сторону. Все это дело хорошенько поправляем. И вот что у нас получилось. Далее
Нам нужно с вами наше полотно отпарить, хорошенько отпарить, потянуть в разные стороны, чтобы наши петельки стали на место. Вот здесь, смотрите, по краям не обязательно, чтобы получилось одинаковое количество столбиков, потому что все прекрасно понимаю, бывает такое, что где-то забыли, где-то пропустили, где-то забыли сделать воздушную петлю подъема. Поэтому здесь можете не обращать внимания на то, чтобы получилось одинаковое количество столбиков. Они нужны нам только для того, чтобы это все красиво смотрелось вот здесь с краю, получается, когда мы соберем нашу сумку. Утюг у меня, к сожалению, сломался, поэтому сегодня я отпаривать ее не буду. Я отпарю ее потом уже готовую, немножко помучаюсь, но выбора у меня особого нету, поэтому вы сначала отпарьте, а я пока приступлю к пришиванию вот этой вот первой детали боковой. Смотрите, как мы пришиваем наши детали. Сначала нам нужно вытянуть хорошенько нить, потому что трикотажная пряжа достаточно толстая, а отверстия у нас здесь маленькие. Берем крючок поменьше размером, чтобы он легко проходил через наши вот эти вот отверстия. И теперь выкладываем их вот таким вот образом. То есть сшивать мы будем лицо-лицо. Вот здесь изнанка, изнанка. То есть мы заводим крючок в самую первую дырочку, в самое первое отверстие. С этой стороны прикладываем и заводим крючок туда, куда он пойдет. То есть здесь не обязательно выбирать определенные столбики, определенные петли. Вот у нас есть крайние петельки, вот за них мы будем привязывать. То есть можно вставить вот сюда в самую первую, можно вставить вот сюда вот в следующие, да? Можно захватить вот эти две петли. То есть здесь, в принципе, разницы нету. Можно сделать, смотрите, вот так, да? Куда зайдет крючок, за те петли и привязываем. Смотрите, берем хвостик, который у нас от новой нити, и вытягиваем петельку вот таким вот образом. Далее эту петельку мы протягиваем через наше отверстие. Вот так. Далее крючок вставляем в следующее отверстие с этой стороны, выкладываем вот таким вот образом нашу деталь и заводим крючок туда, куда он смотрит. То есть захватываем ту петлю, куда смотрит наш крючок. Вот так. Где у нас тут рабочая нить? Хвостики не перепутать. Захватываем нить и вытягиваем ее через вот эти вот петельки. Вытянули. И теперь протягиваем ее через наше отверстие. Вот так. У нас идет 2 петли на крючке. И теперь вяжем соединительный столбик. Вот. То есть протягиваем вторую петлю, которую мы вытянули, через первую. Снова заводим крючок уже в следующее отверстие. Далее выкладываем наше полотно, и с этой стороны мы заводим крючок туда, куда он смотрит. Можно захватить пару столбиков, желательно даже захватывать пару столбиков, пару петелек, чтобы наше соединение было как можно плотнее. Аккуратненько вытягиваем петлю, протягиваем ее через наше отверстие. Вытянули и теперь провязываем соединительный столбик. Вот так. Далее снова заводим следующее отверстие. С этой стороны смотрим, вводим крючок туда, куда он смотрит. Захватываем нить. Вытягиваем. Далее протягиваем через наше отверстие. Видите, это очень сложно сделать с трикотажной пряжей, поэтому будьте осторожны. Вытянули. И провязали соединительный столбик. Вот так это выглядеть будет с нашей боковой стороны. А вот так это будет выглядеть с лицевой стороны. То есть вот эти вот наши петли, они никакого отношения не имеют к соединению. Они просто красиво закрывают наши неровные края, и вот здесь будет красивая окантовка. Таким образом мы с вами провязываем в каждое отверстие по соединительному столбику, привязываем вот эту вот нашу деталь до конца. И переходим к соединению второй половинки. Ну что, смотрите, вот что у меня получилось. Вот так вот я привязала свою первую половинку. После отпаривания, конечно, вот эти петли смотрелись бы намного ровнее, но вот сейчас у меня пока это выглядит так. Теперь таким же образом мы привязываем и вторую половинку. Так, пока не забыла, смотрите. Ниточки мы прячем за вот эти вот наши задние стеночки вязания. Вот таким вот образом вставляем крючок, захватываем нить, прячем. Вот эти кончики мы либо прячем до конца, либо обрезаем.
Что мы делаем теперь? Смотрите, вот довязали мы до края, обрезаем нить, вытягиваем ее полностью. И теперь, смотрите, заводим крючок точно так же, только с обратной стороны. Вот здесь мы не захватываем вот эту вот последнюю петлю. Мы захватываем нашу нить и вытягиваем ее через наше отверстие внутрь сумки. Сделать это немножко сложно. Опять же, потому что трикотажная пряжа толще. И вот таким вот образом мы с вами соединили наше вязание. А здесь точно так же спрячем наш хвостик в вязание за задние стеночки наших столбиков. Вот так. Следующий. Осторожно. Следующий и так далее. Точно так же мы пришиваем и следующую половинку. То есть, смотрите, еще такой момент. Чтобы у вас не получилось, допустим, с одной стороны больше столбиков вы привязали, с этой стороны у вас не хватило, или наоборот, с этой стороны вы провязали меньше, а с этой стороны у вас осталось, советую вам сложить прям вот так вот ваше полотно пополам, отметить себе вот здесь маркером середину. Вот здесь у нас тоже есть центральный вот этот столбик. И распределить все петли так, чтобы ваш вот этот центральный столбик вышел на этот столбик с маркером. И таким образом у вас останется ровное количество с каждой стороны, и вы уже будете видеть, где вы, допустим, ошиблись, привязали слишком много или пропустили слишком много. Выкладываем точно так же наши половинки, изнанка, изнанка. Берем нить, хорошенько ее вытягиваем, вставляем крючок в самое первое отверстие, вот таким вот образом, с этой стороны и с этой стороны. Вводим его куда-нибудь вверх. Захватываем нашу нить, вытягиваем первую петельку и протягиваем ее через наше отверстие. Вот так. Здесь будет немножко сложнее показать. Далее снова в следующее отверстие вставляем крючок. С этой стороны точно так же заводим крючок туда, куда он смотрит. То есть в ту петлю, которая ближе к нему. То есть мы не заводим крючок в какие-то определенные петли, чтобы было типа ровно. У вас будет ровно только в том случае, если вы провяжете полностью правильно узор и сделаете одинаковое количество столбиков вот с этих сторон. Поэтому мы не заморачиваемся по этому поводу и заводим крючок туда, куда он смотрит, в ту петлю, в которую он смотрит. Захватываем петельку, вытягиваем ее и протягиваем через наше отверстие. Вот у нас получилось 2 петли на крючке, теперь провязываем соединительный столбик. Далее вставляем крючок в следующее отверстие, разворачиваем полотно, вставляем крючок здесь туда, куда он смотрит, в ту петлю, в которую он смотрит, захватываем нить и продолжаем так до конца нашей заготовки. Итак, я привязала вторую половинку. Вот так сейчас выглядит моя сумка. Теперь делаем те же самые движения. То есть я обрезала нить, вытягиваю хвостик. Далее с изнаночной стороны вставляю крючок в то же отверстие. Вот эту вот петлю не захватываю. Захватываю только хвостик и вытягиваю его осторожно на изнаночную сторону, то есть внутрь нашей сумки. Вот так. Теперь все это дело хорошенько поправим, чтобы все было максимально аккуратно. И вот так это все выглядит. Хвостик я потом спрячу, остальные хвостики я уже обрезала. Вот так примерно выглядит моя сумка внутри. Идеально держит форму, как я и хотела. На этом пока все. Вязание мы отложим в сторону. Здесь, в принципе, нам больше уже ничего не нужно будет делать. А в следующем видео я покажу вам, как сплести ручку для клапана, как приделать замок к клапану из бусин, и уже будем собирать нашу сумку. Ну а пока подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих видео. До новых встреч и пока-пока!